Приветствую, друзья! Вы не ошиблись, мы действительно уже рассматривали наушники с похожим названием, но тогда это были Simgod EV100P Shark, а сегодня нам предстоит поговорить о EV100 DSP. Отличие, если кто не догадался, в том, что эти наушники идут не с 3,5 мм разъемом, а сразу на Type-C. Отчего годятся они для совершенно любого современного смартфона или планшета. О них сегодня и говорим. Собственно, поехали. Пришли наушники в небольшой блестящей коробке с той же самой веселой акулой, логотипом Hi-Res аудиосертификации, заводским графиком АЧХ и перечнем их технических характеристик. За звук здесь по-прежнему отвечает один 10-мм динамик с импедансом 32 Ома и чувствительностью 122 дБ. В комплект нам положили инструкцию, а также набор силиконовых амбушюр, пользоваться которыми, конечно, можно, но качество у них невысокое. Кабель та же самая посеребренная лапша, только он еще и несъемный. Штекер, как я уже сказал, на Type-C с длинным прорезиненным корпусом, под которым скрывается встроенный в него мобильный ЦАП. Сами чашечки небольшие, пластиковые, с единственным отверстием для компенсации, средним по величине звуководом и большой железной вставкой на внешней части. Сидит модель неплохо, но выглядит, как говорится, на все деньги. Вот так, друзья, это все и смотрится. По измерениям у нас, на удивление, быстрый с высокой амплитудой импульс, незначительное расхождение между каналами и искажения в пике, достигающие 0,3%, что очень достойно. Фаза, видимо из-за ЦАПа, слегка плавает, зато затухание на 30 и 60 дБ составляют привычные уже значения без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с корректным таким заходом на середину, чуть более внушительное выделение области разборчивости, легкий пик на 8 кГц для усиления резкости звучания, внушительную компенсационную яму и 3 пика на 11,5, 14,5 и 16,5 кГц, дабы подчеркнуть протяженность высоких частот. По звучанию же очень чувствуется наличие в тракте максимально дешевого и далеко не нового кодека. Решил я так из-за его внутренних ограничений по разрешению, составляющие в максимуме всего 24 бита 96 кГц. Зато наушники определяются как внешний ЦАП и даже поддерживают прямой доступ к управлению громкостью. Жаль, остальные тесты тут никак не проведешь, но судя по искажениям и схожести АЧХ с исходной моделью, каких-то серьезных недостатков у встроенного чипа нет. В остальном лично у меня сложилось впечатление, что к изначально бюджетным наушникам прикрутили такой же очень дешевый мобильный ЦАП, тем самым с одной стороны закрыв вопрос с совместимостью, так как больше наушникам ничего не нужно, а с другой звук это совершенно не красит. По подаче же мы получили не особо глубокий, скорее даже отходящий на второй план бас и хороший такой уклон в скорость и разрешение. Впрочем, обе эти характеристики следуют одна из другой. Прорисовка нюансов здесь действительно очень хорошая. Кроме того, прекрасная четкость, текстурность и разделение инструментов. Но, как и всегда в бюджетных ЦАПах, мы растеряли всю массивность, глубину, объем, мелодику, да и вообще ощущение реалистичности всего происходящего. Владельцам откровенно бюджетных решений, уверен, все это очень знакомо. Зато благодаря настройке ничего не режет, не пилит и особо не ярчит. Слушать это, конечно, можно, но никакого аудиального удовольствия в том нет и быть, откровенно говоря, не может.
Основным же недостатком такого решения я назову буквально обозначенные низкие частоты и, как следствие, серьезный такой крен в светлую сторону. Да, зато текстуры как на ладони, прекрасное разделение инструментов и высокая скорость атак, но польза от того есть только для разнообразной агрессивной музыки. Все же танцевальная и акустическая сразу мимо. Без сколь-либо существенной добавочной массы, экспрессии и тембрального объема у них просто, друзья, нет шансов. Звучат они чистенько, порой даже прозрачно, но слишком уж топорно и просто. Для кино, сериалов, просмотра роликов в сети, а также рок и другой тяжелой музыки нормально, но тоже без каких-то особых изысков, как будто подключил EV100P во встроенную в материнскую плату аудиокарту. Зато без лишней мути, смазывания и бубнижа. Для своих $18 сойдет, ну а тем, кто хочет чего-то большего, порекомендую купить отдельно наушники и отдельно к ним хороший мобильный ЦАП. Итогом динамические наушники со встроенным ЦАП Simgod EV100 неплохо сидят и более-менее выглядят. По характеру же это резкое, очень четкое звучание с хорошей прорисовкой нюансов, скоростью атак и отличным разделением инструментов. Лучше всего они подойдут для просмотра роликов в сети и любой агрессивной музыки. Разнообразные рокеры и металлисты вполне могут такое одобрить. Но надо понимать, что сами наушники тут предельно бюджетные, а в них еще и встроили ровно такой же дешевый кодек. Результат, как говорится, налицо. Нормально, но не что-то в акустическом плане выдающееся. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Simgod EV100. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра! Тестируем качество записи микрофона наушников Simgod EV100. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке.